Привет! Сегодня будет обзор вот на этот маленький флеш-картридж Easy Flash Omega, который позволяет запускать игры с оригинального Game Boy, Game Boy Color и NES на Game Boy Advance и Advance SP прямо с флешки. Кроме запуска игр, он имеет и другие интересные фишки, о которых я тоже расскажу. Да, я понимаю, что это вещь для узкого круга людей, но на русскоязычном ютубе я нашел всего несколько роликов об этом флеш-картридже, и мне захотелось более развернуто рассказать о нем. Так что если тебе интересна эта тема, то я попрошу тебя поддержать это видео лайком, чтобы мои труды не ушли впустую. Итак, сейчас среди флеш-картриджей для Game Boy Advance есть три актуальных варианта: Easy Flash, Everdrive и SuperCard. SuperCard стоит дешевле всего. Кроме запуска игр он не предлагает никаких дополнительных фишек, но и с этим он справляется плохо. Они долго загружаются, а в процессе банально тормозят. Этого уже достаточно, чтобы назвать SuperCard худшим. Кроме этого есть и другие проблемы, он не тянет флешки больше 2 гигов, а игры нужно конвертировать через специальный софт. Просто закинуть ROM на флешку не получится. Остаются два варианта: Everdrive и Easy Flash. Everdrive найти не так уж и легко, заказать на Алике его не получится, плюс он стоит заметно дороже Easy Flash, но он не предлагает ничего того, что не сможет предложить Easy Flash, чтобы переплачивать. Так что мой выбор пал на Easy Flash Omega. Картридж пришел вот в такой коробке, где кроме него лежит только сменный корпус, который позволяет сменить стандартный GBA формат на более миниатюрный, чтобы картридж не выпирал, если вставлять его в Nintendo DS Lite. Больше ничего в комплекте нет, а мануал можно найти на официальном сайте в электронном формате. Вставив карик и включив консоль, нас встречает меню с 4 вкладками: файловый менеджер, NOR, где будут отображены игры, загруженные в этом режиме. А что это за режим, я расскажу чуть позже. Вкладка настроек и справка, где можно найти QR-код на ту самую онлайн-инструкцию. Как я уже сказал, этот флеш-картридж поддерживает игры с оригинального Game Boy, Color, Advance и NES, а записать их проще простого. Никаких специальных программ или проводов. Закидываешь ROM на флешку, вставляешь ее в картридж и готово. Я скачал полные no-intro библиотеки этих платформ, оставил только американский регион, удалил все беты, прототипы и прочие неинтересные мне версии, и в итоге они занимают всего 8 гигов, и большую часть занимает именно библиотека Game Boy Advance, и это здорово. Сама мысль, что я могу носить полные библиотеки у себя в кармане, меня очень радует. В настройках, кроме установки времени и выбора языка, во вкладке Add-on можно выбрать дополнительные функции, которые будут работать в GBA играх, если запустить их в режиме Boot with Add-on. Reset позволяет перезапустить игру и зайти в меню картриджа, не выключая консоль. Save State дает возможность сохраняться и загружаться в любом месте игры. Sleep добавляет режим сна, которого нативно в Game Boy Advance нет. И Cheat — функция управления читами в игре. В разделе Engine только один пункт — Fast Patch Engine, ускоряет запуск игр и включен по дефолту. Если ты используешь чистые немодифицированные ромы, то просто оставь как есть. Sleep Key и Menu Key — это те горячие клавиши, которые будут отвечать за включенные функции во вкладке Add-on. Здесь у меня тоже все по дефолту, потому что и стандартные кнопки вполне удобные. И последнее — это Game RTC, включает реальное время в играх, где это может потребоваться. Например, в покемонах. Если ты в такие игры не играешь, то можешь отключить эту функцию, чтобы снизить энергопотребление. И давай уже перейдем к запуску игр. У игр с Game Boy Advance есть 4 разных режима запуска. Clean Boot — это чистая игра без каких-либо дополнительных функций. Boot with Add-on — в этом режиме будут работать дополнительные функции, которые выбраны в настройках в разделе аддонов. То есть, если ты выбрал там функцию сохранения, то при нажатии шифтов и кнопок Select или Start у тебя будут срабатывать сохранения или загрузки. Write to NOR Clean записывает выбранную игру в NOR Flash без дополнительных функций. И последнее — это Write to NOR Add-on записывает игру в NOR Flash с дополнительными функциями, выбранными в настройках. С первыми двумя, думаю, все понятно. А что такое NOR? Говоря о вкладках меню, я упоминал о вкладке NOR, где будут отображены игры, записанные в этом режиме. NOR — это Non-Volatile RAM, энергонезависимая оперативная память. И загрузив игру туда, по идее она должна запускаться быстрее, чем с SD-карты. В предыдущих версиях картриджа это было актуально, но на Easy Flash Omega даже самые жирные игры и так запускаются практически мгновенно. И в этой функции сейчас нет никакого смысла. Кроме способов запуска игры, можно выбрать тип save файла. По умолчанию стоит автоматический режим, и если у тебя нет никаких проблем с сохранениями в игре, то просто не трогай эту вкладку. А запуская игры с оригинального Game Boy, Color и NES, есть только один режим — Clean Boot. Но и тут есть свои интересные фишки. Зажав оба шифта во время игры, открывается меню, где есть функции сохранения и настройки. Можно включить автофайр, чтобы не пришлось закликивать одну и ту же кнопку, например, выстрела. В черно-белых играх с оригинального Game Boy можно сменить палитру на что-то более цветастое. Включить
включить и выключить вертикальную синхронизацию, счетчик FPS и так далее. В играх NES есть Cheat Finder. Если кто-то помнит такую программу на ПК, как Art Money, то тут примерно такой же принцип. Можно найти какое-то определенное значение в игре для модификации методом исключения и отсеивания, например, очки или жизни. Не думаю, что с этим кто-то будет серьезно заморачиваться, но как фишка, почему бы и нет. И еще на NES в прочих настройках есть возможность выбора региона. Не знаю, для чего это нужно, но там можно выбрать Дэнди, Раша. Забавно. Из дополнительных фишек можно скачать превьюшки для GBA игр, чтобы смотреть на них, листая список игр. Это, конечно, не обложки, а начальные экраны игр, но на удивление они есть практически для каждой игры. Чтобы установить их, необходимо скачать их с официального сайта и бросить папку с ними в корень карты. Они сами прикрепятся к ромам, независимо от того, в какой папке они находятся. Кроме превьюшек на официальном сайте можно скачать читы для GBA игр. И тут так же, как с обложками, на удивление читы есть практически для каждой игры. Говорить что-то об их работоспособности я не буду. Сам не стал их проверять, потому что, на мой взгляд, в них нет никакого смысла. Функции сохранения в любом месте вполне достаточно, чтобы в трудных моментах сделать сколько потребуется попыток и не потерять прогресс. Наверное, только если в каких-нибудь фармилках вроде покемонов облегчить себе задачу. Не обошлось и без минусов. Открыв коробку, меня сразу расстроило качество пластика картриджа. За такие деньги я ожидал увидеть что-то большее, а тут он ощущается хлипковато. Хоть и картридж почти все время будет стоять в консоли, и там это уже незаметно, все равно неприятно. Если говорить о софте, то в нем тоже есть шероховатости. В мануале написано, что после сохранения необходимо подождать 2-3 секунды, чтобы карик успел завершить все операции. А вот если ты об этом забыл, то при перезаписи файл может крашнуться, и тогда у тебя вообще перестанут запускаться какие-либо игры. Будет вылетать ошибка Read Save Error, пока ты не найдешь и не сотрешь то самое битое сохранение на ПК. В меню карика сделать это не получится. Сидя дома, это не проблема. А что если ты взял геймбой с собой в дорогу и у тебя временно нет доступа к ПК? Ничего. Но здесь создается только одно для каждой игры и постоянно перезаписывается. Это значит, что если оно повредится, то ты потеряешь весь свой прогресс. Из-за этого я немного параною и делаю бэкапы долгих игр вроде Fire Emblem. Также в играх Game Boy Color и NES, чтобы выйти из игры, нужно зайти в меню, подождать 2-3 секунды и выключить приставку, хотя в менюшке есть кнопка выхода. Это не я придумал, в инструкции отдельно выделено красным, что ни в коем случае нельзя выходить через кнопку выхода, иначе это повредит SD-карту и придется ее форматировать. На самом деле все это не так критично, как звучит. Если знать об этом и делать все правильно, то с этим не возникнет никаких проблем. Есть пару пунктов, которых, на мой взгляд, не хватает в этом флеш-картридже. Например, мне бы хотелось иметь возможность создавать папки и перемещать файлы. У меня есть папка с избранными играми, и мне приходится каждый раз запоминать, что я хочу туда добавить, и потом делать это на ПК. Также, раз есть проблема с сейвами, было бы круто, если бы их можно было создавать несколько штук. Например, 3, которые перезаписывались бы друг за другом. Если последний сейв будет битый, то всегда есть 2 предыдущих сейва, чтобы не начинать игру сначала. Сколько стоит все это чудо? Сейчас в рублях сложно что-то говорить из-за того, что официальный курс 1, а на торговых площадках они сами решают, какой будет курс, оценивая свои риски. В долларах его цена $50. 7 февраля я покупал его на Алике за 3900, а на момент записи этого ролика он стоит 6300. У меня обычная версия Easy Flash Omega, но кроме этого есть Definitive Edition, тот же самый картридж, но с модулем вибрации. И вот он до падения рубля стоил 6к, а сейчас стоит десятку. Как по мне, вибрация не стоила того, чтобы переплачивать раньше, и тем более не стоит, чтобы переплачивать сейчас. И раньше цена на него была кусачая, а за такие деньги этот картридж и вообще идея делать топовый геймбой остается только для ярых фанатов. Остальным намного проще будет скачать эмулятор, благо игры с Game Boy Advance не такие жирные, чтобы с ними не справился средненький мобильный телефон. Буду рад, если поставишь лайк этому видео и подпишешься на мой канал. На этом у меня все. Спасибо и пока!